Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира шоу-бизнеса и культуры. Вот уже несколько недель подряд Алла Борисовна Пугачева находится с частным визитом в России в связи с трагической ситуацией, которая возникла в семье известной артистки. Вот уже несколько дней подряд родные Аллы Пугачевой Елизавета Галкина и внук Дэни Байсаров находятся на волоске от смерти в критическом состоянии здоровья, поэтому Алла Борисовна и Кристина Орбакайте пока не уезжают из России. Однако пребывание Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте в России привело еще к одному чрезвычайному трагикомическому событию. Накануне вечером у Аллы Борисовны и ее дочери Кристины Орбакайте возник серьезный конфликт в одном из московских ресторанов, который закончился для артисток весьма печальными последствиями. Вчера вечером в московском ресторане под названием «Ветер перемен» Алла Пугачева и Кристина Орбакайте устроили деловую встречу с генеральным директором Первого канала телевидения Константином Эрнстом. Алла Борисовна лично намеревалась обсудить с Константином Львовичем Эрнстом важную проблему, почему ее дочь Кристину Орбакайте убрали из программы «Песня года», и по этому поводу известные публичные личности собрались в ресторане. Однако Алла Пугачева, Кристина Орбакайте и Константин Эрнст оказались в ресторане не одни. В зале напротив отмечали день рождения своего бригадира Федора Столярова, работницы швейной московской фабрики под названием «Заря». 24 женщины, работницы швейной фабрики, пришли поздравить с днем рождения своего товарища, гуляли, веселились, танцевали и пели песни. Отдыхали от души, как простые русские люди. Спустя некоторое время несколько женщин заметили, что в соседнем зале находится Алла Пугачева вместе со своей дочерью Кристиной Орбакайте. Работницы швейной фабрики решили подойти к артистам и пообщаться. Видеокамеры ресторана зафиксировали, что несколько работниц швейной фабрики подошли к столу Аллы Пугачевой. Они поздоровались и поинтересовались здоровьем Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной. После этого они попросили Аллу Борисовну и Кристину Орбакайте вместе сфотографироваться и дать им автографы. Однако в данной ситуации семья Аллы Пугачевой повела себя крайне странно и неадекватно. Алла Борисовна заявила, что это не их дело, какое состояние здоровья Елизаветы Галкиной и Дэни Байсарова, а также попросила охрану ресторана, чтобы они отвели женщин швейной фабрики в другой зал. Ну а генеральный директор Константин Эрнст и вовсе приказал охране ресторана, чтобы они убрали работников швейной фабрики из заведения, так как они мешают проводить деловую встречу. Ну а последней каплей терпения для работниц швейной фабрики стал тот факт, что Алла Борисовна Пугачева публично очень негативно отозвалась о работницах швейной фабрики, о жителях России и России в целом. Как стало известно, работницы швейной фабрики сполна проучили семью Аллы Пугачевой. Уже при выходе из ресторана у женщин швейной фабрики Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте возник конфликт. В результате конфликта Алле Борисовне Пугачевой нанесли несколько затрещин и тумаков, в результате чего у Аллы Пугачевой возник сильный синяк под глазом, а ее дочь Кристину Орбакайте несколько раз сильно толкнули в спину, из-за чего Кристина Орбакайте чуть не упала. На данный момент известно, что после чрезвычайного происшествия женщины швейной фабрики смогли благополучно покинуть ресторан, а семья Аллы Пугачевой пока не подавала заявление в полицию. Но состояние здоровья Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной до сих пор остается крайне тяжелым. Как заявляют российские врачи, шансов на выздоровление практически нет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления детям Аллы Пугачевой и сотрудникам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.